И снова здравствуйте! Предлагаю сегодня рассмотреть последний вариант базовый построения рукава реглан. В предыдущем варианте видео было самый широкий базовый реглан по наклону плеча. Это отвесный для малообъемных изделий, узкий. Выточка в плече от наклона двух половинок торса. Все промежуточные варианты между наклоном по плечу и отвесным показать нет возможности, потому что их бесчисленное множество, все зависит только от ваших параметров. Поэтому там уже подбираете сами себе, какие вам подходят варианты промежуточные. В предыдущем ролике по наклону плеча и в теоретическом первом видео изменения, необходимые для торса по балансу, перенесено плечо со спинки наперед на нужные параметры, в зависимости от объемности изделия, свободы, толщины ткани. По полочке выточка из области моделирования перенесена в другой участок, которого мы не касаемся сейчас, для того, чтобы было проще все строить. Обычно в малообъемных изделиях есть выточка на плече, для того, чтобы самый широкий участок и самый узкий правильно сформировать на теле. Но здесь я его не показываю, потому что мы его уносим куда нам надо. Опять-таки, рассказ об этом был. Можно при посадке заменить. Итак, все подготовительные работы, предполагается, сделаны. Поэтому давайте обсудим, что у нас отличного в построении реглана, отвесного, от того, что было показано ранее для ускорения процесса. Итак, предполагается, что мы для себя выбрали точку на горловине, от которой будет строиться пройма. Опять-таки, строю здесь на глаз. Мы выбираем контрольную точку для себя на горловине. На пройме для себя подобрали точку, куда мы ведем линию. От контрольной точки смыкания рукава и торса у нас идет общая одинаковая часть. И для проймы, и для рукава. Поэтому мы к ней ведем линию. Так же, как и раньше, на середине данного участка указываем точку. От нее возводим перпендикуляр на выбранное нами расстояние. Чем уже изделие, тем более фактурные линии. Также мы по переду соединяем две контрольные точки. От середины возводим перпендикуляр, более ярко выраженный для малообъемных изделий. И вот теперь возникает момент, когда мы можем сказать первую разницу, указать. Изделие малообъемное, нужна дополнительная свобода. Поэтому возможно некоторое отступление от параметров тела, выраженное в небольшой объемности, возможно даже складочки при руке, направленной вниз. Не складка под рукой, а в плечевой части. Вот здесь будет расположена. Выражается она в том, что вот в этой части рукав получит свою дополнительную свободу. Чем более отвесный рукав, сейчас мы говорим про 100% отвесный, поэтому максимальный вариант выбираем. Вот к этой начерченной нами линии, для удобства можно ее слегка начертить большим параметром, чем надо. К этой линии в сторону от рукава также возводим перпендикуляр длиной сантиметр. То есть, чем меньшая объемность, 100% вариант сейчас это сантиметр. Меньшая отвесность, большая свобода рукава уменьшаем. Но ничего не строим для рукава по наклону. 1 сантиметр для рукава отвесного. И промежуточные варианты, соответственно, для остальных. Ставим точку сантиметр. И вот уже она будет для нас вместо этой контрольной для рукава. Контуры проймы и самого торса черчу коричневым. Часть горловины до точки идет к пройме. От точки, выбранной на горловине, мы идем вот к этой точке на перпендикуляре. И для проймы мы приходим к нашей изначальной контрольной точке. Изначальной. И повторяем контур проймы под рукой. Вот такой легкой линии нарисовала для того, чтобы не забивать рисунок. Для рукава самое начало проймы от горловины будет совпадать с проймой торса. А дальше линия должна прийти к новой контрольной точке. Соответственно, в этом месте рукав будет шире, более свободный, удобный. Плечо для рукава, часть горловины для рукава.
Вот здесь у нас пойдет совпадение, а дальше смотрите, как вам красиво выйти на эту линию. Сразу от контрольной точки перпендикуляра или чуть плавнее выйдете. Смотрите сами по своему контуру, по ширине плеч. Дальше строится абсолютно так же, как мы строили до этого, но уже от новой точки. Теперь нам нужен либо окат, либо ширина, как обычно. Вариант, когда я говорила про коэффициент 1.1 для высоты оката, здесь нужен в максимальном варианте. Это нужно для полностью отвесного рукава, и можно немного уменьшать, но в зависимости от растяжимости ткани. Совсем к рукаву, к высоте оката 100%, какой нужен для малообъемных изделий, все-таки подходить не стоит. Когда мы уменьшаем наклон, совсем 100% брать не надо, все-таки 1,1. Итак, возьмем некоторый наклон, но, возможно, для начала вам придется провести некоторую корректировку ваших желаний и выбранных оката и ширины рукава. Для того, чтобы не загружать рисунок, я рисую спинку и полочку раздельно. Вообще, обычно их чертят вместе, а потом рукав переносят на отдельный лист. И для того, чтобы понять, не перебрали ли мы с отвесностью, есть такой интересный прием. Когда два рисунка находятся вместе, то линия от окончания плеча, на которой мы строим высоту оката и дальше сам рукав, в максимальном своем варианте проходит через контрольную точку полочки. Ниже чертить не стоит. Это будет слишком. Нам нужно не только нарисовать рукав, но в нем нужно еще и двигаться, чтобы уйти от ластовиц, чтобы не пользоваться подкройными бочками, если нет необходимости. От конца плеча, когда две части рисунка находятся вместе, от конца плеча спинки до контрольной точки полочки, это максимальный наклон для рукава спинки, ниже которого не стоит строить рукав. Я использую построение сначала спинки, а потом уже по его результату строю полочку. Некоторые идут наоборот. Итак, я для себя выбрала некоторый окат рукава, который я считаю подходящим, и какой-то наклон. Строю на глаз, как обычно. Вот моя высота оката рукава. Дальше я должна под прямым углом к этой линии, соответственно, для этого надо сначала линию продлить, через стандартный угол ширины и глубины проймы под прямым углом у меня должен получиться прямой угол к этой линии. Это ширина рукава на уровне проймы. Теперь мне надо от контрольной точки сделать замер проймы. Все-таки мы рукав будем подстраивать под пройму. Я замеряю сначала по прямой участок между двумя точками. Примерно 5,8 условных единиц получилось у меня. И теперь это расстояние я откладываю от новой контрольной точки на эту линию. Вот куда придет это расстояние по прямой, туда и веду линию. И теперь, как и раньше, повторяю криволинейность и длину этого участка между линиями. Сейчас для ускорения процесса рисую на глаз. Предполагается, что криволинейность и длина этих двух участков идентична. Соответственно, это и будет ширина рукава. Если она устраивает, то строим дальше. Если нет, то меняем. Уменьшая наклон, меняем высоту оката рукава. Напоминаю, высоту оката рукава можно еще с помощью ВТО подправлять, если ткань предполагает такие возможности. На данной линии центральной мы откладываем длину рукава. Под прямым углом к нужной выбранной длине откладываем ширину рукава по низу. Напоминаю, что по спинке из-за локтя, из-за необходимости удлинения и расширения этой части, ширина рукава по низу по спинке на сантиметр больше, чем для переда. То есть всю ширину по низу делим пополам, плюс 1 для спинки, минус 1 для переда. Ну, возьмем какую-то условную ширину, 8. Теоретически мы соединяем сначала по прямой, находим линию локтя, длина
для базы, когда от проймы до запястья длина, не удлиненная, не укороченная, это пополам -2. То есть линия ближе расположена к линии проймы. Ну, пускай будет теоретически где-то здесь. Проверим на глаз. Ну, вот где-то здесь даже. Чуть-чуть ошиблась. В данном случае не критично. Теперь основное отличие, кроме расширения, заключается в наличии либо выточки для очень узкого рукава, если рукав обужается к низу, либо это припосадка, которая отличается от выточки отсутствием шва, но выполняет ту же функцию. Правильным, красивым, корректным считается, когда выточка не видна снаружи. То есть она своей длиной не выходит на четверть. Для этого надо половину рукава, одна половина по спинке, одна по полочке, половину делим пополам, это будет четверть. И вот ширина, 1/4 рукава по пройме. Если мы по прямой вот так проложим линию, мы понимаем, где у нас будет максимальная линия, за которую не должна выходить выточка от нижнего среза, чтобы она не была снаружи очевидна. Но большим количеством замеров выявлено, что 7-7,5 см и незаметно, и вполне достаточно для выточки, чтобы она выполняла свою функцию. То есть от линии нижнего среза на линии локтя выточка будет длиной 7-7,5 см, шириной не больше 2,5 см. Значит, к верхнему срезу под прямым углом на точке на линии локтя проводим линию в сторону нижнего среза. Отмеряем от нижнего среза 7,5 см. Для себя зафиксируем длину нижнего среза от низа до линии локтя, потому что когда мы проводим выточку, это означает, что мы нижнюю часть отведем в сторону для того, чтобы ее удлинить на огибание локтя. Значит, нам нужна вот эта вот длина. Для себя мы ее зафиксировали. Теперь в обе стороны от линии локтя равномерно разложим выточку. 2,5 пополам это 1,25. 2, 2,5. То есть 1, 1,25 в каждую сторону. Влево и вправо от линии локтя мы проложим эти точки. Естественно, что линии выточки, как обычно, должны быть одинаковые по длине. И центральная линия должна быть такой же, чтобы когда мы совместим выточки, вырезав эту ткань, например, мы получили равномерное красивое шов. Естественно, под углом плюс прямая линия, они не равны между собой. Соответственно, нам надо немного удлинить эти линии для того, чтобы они пришли в красивый шов. Как обычно, мы немного округляем для того, чтобы выточки были равной длины. Чуть выходим за линии. Смотрите сами, можете все детально промерить. Но нам нужно, когда мы вырежем вот этот участок, чтобы линия сохранила свою полную длину. Для этого мы проведем следующую манипуляцию. Но чтобы не было сейчас наслоения линий, чтобы было проще понять, я не рисую линии выточки изначально. От линии верхнего среза на линии локтя к линии выточки мы проведем вспомогательную линию. И наш участок нижней части локтя, рукава от линии локтя, мы нарисуем вот от этой линии. То есть сам вот этот весь фрагмент, который у нас был, мы его нарисуем вот от этой линии, повернув немного. Здесь точка, здесь линия остается по своей длине. Поэтому я и просила запомнить вот эту длину. Мы от новой точки, которую мы начертили вот здесь, проводим эту линию под прямым углом. Ну, все как обычно. Вот как она была, мы ее разворачиваем. Видим, что линия проходит немножко дальше. Ну и, соответственно, она будет ниже. Эта линия, соответственно, также повернется. Откладываем наше расстояние. От новой вот этой точки вспомогательно откладываем наше расстояние. Соединяем той же шириной по низу. Чертила на глаз. И теперь можно соединить наши линии выточки. Это изначальная наша линия выточки и была. Мы к ней и возвращаемся. Теперь мы видим линию локтя. Но, конечно, мы соединяем это достаточно плавной линией, без угловатостей.
узких изделий линия низа по спинке чертится выпуклой линией. Можно увидеть, каким предполагался наш прямолинейный рукав изначально. И каким он получился более оформленным по руке на уровне спинки. Вот линия выточки. Можно ее застрачивать, можно ее вырезать изначально. Это уже решаете сами. Линия при посадке оформляется также, не забывая именно вот удлинить для равности этих линий. Для того, чтобы линия была красивая, не ломаная, не уменьшенная в объеме. В принципе, достаточно несложно. Если мы считаем, что у нас излишне выпуклое вот здесь плечо, на границе между длиной плеча с самим плечом, переходящим в руку, можно эту линию чертить более выпукло, плавно, давая дополнительный объем. Это уже смотрите сами по параметрам. То есть не только вот в этой части дополнительный объем можно получить, но и здесь. Дальше, если мы ориентировались на высоту оката, а не ширину рукава, то мы такую же высоту оката должны получить по переду, как и по спинке. Естественно, помня про возможность корректировки ширины рукава и высоты оката между собой с помощью ВТО, оттяжки линий. От окончания плеча мы также, зафиксировав для себя высоту оката, по переду должны начертить прямой угол между линией центра рукава, изначально это высота оката, переходящая в длину рукава, и шириной рукава по низу. Зная высоту оката, мы просто как радиусом из точки окончания плеча чертим некоторое расстояние, которое может занимать высота оката. Ну, просто как радиусом очертим некоторый промежуток, сектор окружности, куда может прийти радиус. Дальше мы должны начертить прямой угол. Из угла ширины проймы и глубины проймы мы проводим линию, которая придет по касательной к точкам на внешней стороне окружности. Итак, прямая линия из угла, касающаяся данной окружности. И, соответственно, соединяя окончание плеча и данную точку, мы получим наклон рукава. И, соответственно, от этой точки проверим, есть ли у нас здесь прямой угол, правильно ли мы начертили. Точно так же мы на эту линию, продлив ее немного дальше, проложим расстояние от контрольной точки до окончания проймы, чтобы повторить этот одинаковый участок. Это и будет наша ширина рукава. На данном этапе мы уже можем проверить, замерив ширину рукава по спинке, плюс теоретически складываем расстояние, которое у нас здесь есть, вот 6,5 условных единиц. Немного мы помним, что мы также по переду отнесем расстояние, как и по спинке. Теоретически где-то вот так это будет. Сложив ширину по спинке и по переду, мы посмотрим, подходит ли эта ширина рукава. Если мало, то, возможно, надо изменить весь наклон рукава и по спинке, и по переду, для того, чтобы прийти к нужной ширине рукава. Если нас все устраивает, то мы точно так же видим для себя контур торса. Напоминаю, что эту выточку мы потом можем перенести куда нам нужно. Вы могли обратить внимание, что линия низа к боковому шву уходит вниз от линии талии. Линия талии здесь может быть отнесена немного до сантиметра полутора ниже, чтобы чуть удлинить боковой шов. Когда мы будем соединять, если, например, это отрезное изделие, торс и нижнюю часть, на талии, на теле это будет смотреться обычной естественной линией. Она не будет уходить вниз, она будет смотреться естественно, как и должна. Но она будет, это дополнительное сантиметра полтора удлинение, давать возможность более комфортно поднимать руку, не вздергивать так все изделие. Если это не нужно, если оно по комфорту, по свободе, в зависимости от фигуры, достаточно, можно чертить обычную прямую линию.
Соединяя точку на горловине, точку на середине проймы, контрольную точку смыкания руки и тела, проводим мягкую округлую линию. Это линия торса. Отдавая остаток горловины к плечу, рукаву, очерчивая плечо. Также в теоретической линии на сантиметр по прямому углу от контрольной точки даем расширение на свободу рукава. Соединяя в одном месте линию торса и рукава, постепенно приходим на разницу, на расширение. Откладываем от контрольной точки до окончания проймы на линию ширины рукава расстояние. От новой контрольной точки расстояние, которое есть по пройме. Повторяем криволинейность проймы на новое расстояние. И вот мягкие плавные линии — это и есть наш рукав. Если по спинке рука имеет не прямые, а изогнутые линии, то естественно, что и по переду это должно быть повторено. Для начала мы откладываем от линии окончания высоты оката длину рукава. Под прямым углом чертим ширину рукава по низу. По спинке мы линию чертили наружу. По переду линия будет изогнута внутрь. Прежде чем начертить, если для рукавов с средним объемом линии верхнего среза и нижнего среза обычно параллельны или стремятся, то для малообъемных изделий, скорее всего, мы чертим зауженное. Также находим линию локтя на том же расстоянии, прямой угол. И вот теперь, прежде чем соединить линии, для того, чтобы перед был более комфортно, правильно соединен, не тянул, со спинкой линию низа надо отвести в сторону на 2-2,5 сантиметра. То есть вот от этой указанной линии верхнего среза параметр ширины рукава по низу мы переносим в сторону. Берем свою ширину, возьму 2 сантиметра, переношу на 2 сантиметра. И вот теперь предполагаемую нашу ширину со старой линии, которая у нас предполагалась на линии локтя, вот эту верхнюю часть можно изначально начертить теоретически для себя. Теперь мы ее чертим к новой точке. Это подходит и для выточки, и для припосадки. Естественно, что длина линий не одинаковая получается. Сверяем. Здесь у нас должна была быть линия одной длины. Здесь она у нас получилась короче. Мы ее, естественно, продлеваем до нужных параметров, чтобы рукав не получился короче. И вот теперь уже линию низа можно начертить выпуклой, вогнутой внутрь, и уже данный вариант плавными мягкими линиями без углов чертить, не заужая этими линиями. Если мы здесь округляли, добавляли объемности, можно также и здесь более плавными линиями при необходимости очертить это. Вот и все. То есть разница получается только в возможности с помощью того, что у нас есть срез, значит, мы можем линию начертить более выпукло, дать дополнительный объем, так как изделие малообъемное. Вот это место можно назвать папороткой. То есть при руке, направленной вниз, между торсом и рукавом получается небольшая вертикальная, даже не складка, которая бросается в глаза, а наподобие бугорка объемности. Когда рука отводится вниз, это дополнительный сантиметр объем позволял более комфортно отводить руку. Далее мы строим выточку или припосадку. Получается, что мы вот эту дополнительную длину относительно переда, так как рукав более
узкий, он должен повторять форму руки, поэтому вот эта дополнительная длина, она либо припосаживается относительно длины переда, либо она убирается в выточку. Эта дополнительная длина не обозревается, но она нужна именно для того, чтобы рукав был более подходящим по форме руки. И когда рука в согнутом виде, то удлинение через линию локтя требует дополнительного удлинения по низу, чтобы он не вздергивался, не выглядел короче. И это компенсируется линией по низу для переда. Построение достаточно простое. Хоть и кажется, что здесь много линий, как их чертить, все достаточно логично. Нечего запоминать. Главное практиковаться. Когда мы соединяем две половинки рукава, перенеся их на новый лист удобным вам способом, вырезав, скопировав через стекло, как угодно, мы получаем рукав. Самое главное отличие в том, что поверху, из-за того, что криволинейные линии наклонны, у нас будет выточка очевидная сверху. Обязательно нужно перенести контрольные точки плеча, чтобы правильно их соотнести друг с другом. Дальше вы можете оттягивать, как угодно проводить нужные манипуляции. Если вам не нужна эта выточка, вам не нужен этот шов, соответственно, можно ее размоделировать. Вариантов достаточно. Самый простой, очевидный, который сразу же впервые приходит в голову, это провести несколько линий, которые вам подходят, от этой верхней линии к линии среза, любые, которые вам нужны, разрезать, не доходя до вот этого среза края, раскрыть, размоделировать, чтобы вот эти два среза пришли в одну линию. Тогда вся вот эта вот излишняя часть, она раскроется здесь. В выточке закрывать, в защипы, в объем, в припосадку. Это решаете уже сами. Что и как. Вариантов, конечно же, достаточно для моделирования. Этот вариант базовый. До скорых новых встреч!